Я закрыла вообще-то тему полицейской драмы. Последнее видео было о патрульном Звонкове, которого еще в марте 24-го освободили из-под домашнего ареста, и он спокойно возвратился на работу. Дело его замяли. С тех пор в реестре судебных решений никаких упоминаний об этом криминальном проваджении. Медиаресурсы тоже заткнулись. Потому что система знала: дождись, когда утихнет волна, и тогда придет твое время. И вот вся полицейская структура со всеми ее инструментами, схемами и наработками обрушилась на потерпевшую в том инциденте Татьяну Потынку, как свидетеля, которого надо так раздавить, чтобы другим неповадно было защищать свои права. В связи с этим я не могу не запилить постскриптум той драме. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Мне только сейчас попалась на глаза эта новость. Оказывается, в декабре 24-го прошел суд над Татьяной, и на том судебном заседании она одна противостояла целой группе лиц, которая состояла из аж прокурора, особо 4, собственно, патрульных, которые убили ее гражданского мужа. Теперь они в качестве потерпевших, особо 5 и особо 6. Догадываемся, что это Жила и Звонков. Аж 2 адвоката потерпевших патрульных, особо 7 и особо 8, в режиме видеоконференции. Суть дела. Татьяна не дала спокойно расстрелять своего гражданского мужа, пыталась этому помешать, заблокировав, кстати, очень профессионально патрульную Жилу. Вот и вся ее вина. Но главное для полицейской системы не это. С их точки зрения она свидетель того, что творили патрульные, и ее надо раздавить морально, очернить ее репутацию, представить просто истеричкой. Все это несложно, потому что общественное мнение они сформировали, и как это было, мы рассказывали в цикле «Полицейская драма». Из этой статьи мы узнаем, что один из адвокатов патрульных – Александр Гриза. Наверное, это Гриза Олександр Вікторович, когда-то был керівник східноукраїнської филии адвокатского объединения «Креденс». Больше о нем никакой информации. Другой адвокат из адвокатского объединения «Баристерс» Богдан Забара, он с первых дней защищает патрульных, очень рьяно, и в телешоу участвовал, и все такое. В декабре прокурором выступал Игорь Остапенко. То есть вся эта теплая кампания против одной девушки, которая без адвоката, но, кстати, довольно квалифицированно себя защищает. Вот я нашла такое видео, як в Украине судят невинных. Медиакор здесь дает репортажи из зала суда о том, как в ноябре 23-го следователь Супрун и прокурор Игорь Остапенко решили засудить невиновных. Вот текст к этому видео. Слідча Супрун Олена Володимирівна і прокурор Остапенко Ігор Костянтинович вирішили засудити ні в чому невинну людину. Але суддя виявив усю правду і те, як у Дніпрі фабрикують кримінальні справи проти людей. Місто корупції не змогло перемогти просту дівчину з села. Суддя усіх поставив на місце. Ваша честь – це заслужене звання для цього служителя Феміди. Тут имена не приводятся, но такое чувство, что это и есть Таня Потынка на судебном заседании. Ссылка на это видео в описании. Защита Татьяны, как я помню, строилась в частности и на том, что эти патрульные так и не предъявили ей и расстрелянному ними Джумбери Силагави тогда своих удостоверений во время конфликта. В предыдущей части мы приводили мнение экспертов, что это ключевой момент в инциденте, все, что было дальше, можно и не рассматривать, все это было незаконно. Згідно з українським законодавством, поліцейський зобов'язаний пред'явити своє службове посвідчення на вимогу громадянина, якщо він зупинив його. Це є важливим аспектом, який забезпечує прозорість та підзвітність дій правоохоронних органів. Якщо поліцейський не пред'являє посвідчення, це може бути підставою для сумнівів у законності його дій. Но, как видим, все правоохранительные судебные органы на этот момент просто закрыли глаза. Иначе дело против Татьяны развалилось бы еще год назад. И вот в декабре 24-го прокурор Игорь Остапенко требовал для Татьяны 2 года ограничения свободы
Вместе с тем патрульные Егор Звонков и Анастасия Жила, которые в деле признаны потерпевшими, настаивали на тюремном заключении Татьяны. Вы представляете? 1 к 1 наше последнее видео. Безнаказанность порождает вседозволенность. Напомню, что действия подозреваемого в убийстве Джумбери Силагавы квалифицированы органом досудебного следствия по признакам части 1 статьи 115 и части 3 статьи 365 Уголовного кодекса Украины как умышленное убийство, умышленное противоправное причинение смерти лицу, превышение власти и служебных полномочий, то есть умышленное совершение работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав или полномочий, сопровождавшихся насилием, применением оружия и повлекших тяжкие последствия. Но это уголовное производство, как мы видели, непонятно как продвигается и продвигается ли вообще. Подозреваемый в таком тяжком преступлении спокойно разгуливает на воле и старается кинуть за решетку потерпевшую в том инциденте, где он подозреваемый. А вот криминальное проваджение против Татьяны Патынки продвигалось быстро и весело. Следователи изначально квалифицировали ее действия как сопротивление правоохранителям и посягательство на их жизнь. Статья 348 УК, потому что вооруженные патрульные представляли дело так, что это безоружная Силагава и Патынка угрожали их жизням. В итоге адвокат патрульных через суд сначала добился возобновления дела по этому обвинению, однако прокуратура обжаловала это решение в Днепровском апелляционном суде, который в итоге и закрыл дело. И вот они пытаются додавить беззащитную девушку. В декабре 24-го дело по обвинению Татьяны Патынки в сопротивлении патрульным начал слушать судья Ленинского райсуда Днепра Максим Таус. Прокурор Игорь Остапенко требовал для обвиняемой 2 года ограничения свободы. Ограничение свободы – это когда осужденному устанавливаются определенные ограничения и обязанности, но без изоляции от общества. Осужденный продолжает жить в своей обычной среде, но его свобода ограничена запретами и обязанностями, такими как соблюдение определенного режима, запрет на посещение определенных мест, ограничения на выезд за пределы определенной территории и так далее. А патрульная Звонков и Жила, которые, как мы говорили, настаивали на тюремном заключении Татьяны Патынки, кроме того, подали против нее гражданские иски о компенсации им морального и материального ущерба. Процесс длился год, и вот 17 декабря 2024 года суддя оголосив приговор. Позовні вимоги в частині моральної шкоди обґрунтовуються тим, що протиправними діями особа 3, потерпілій особа 5 були спричинені тілесні ушкодження у вигляді синців, садна та крововиливів в різних ділянках тіла, що у сукупності відносяться до легких тілесних ушкоджень, що мають незначні скороминущі наслідки. У зв'язку з цим змінився звичний спосіб життя особа 5. Окрім того, остання зазнала фізичного болю та страждань, оскільки після отримання тілесних ушкоджень вона не могла певний час бути повноцінним членом суспільства, не могла виконувати свої функціональні обов'язки за посадою, зазнала приниження своєї честі та гідності. Вимоги щодо стягнення майнової шкоди обґрунтовані тим, що потерпіла особа 5 у період з 29 серпня до 8 вересня 2023 року перебувала на лікуванні 10 днів, у зв'язку з чим втратила заробіток у сумі 10 814 гривен. Это просто невозможно слышать. Наверное, даже у видавшего виды судьи все внутри кипело и переворачивалось, когда он видел эти наглые рожи потерпевших. Також у кримінальному провадженні, якому цивільний позивач просить стягнути з особа 3 на користь особа 6 250 тисяч гривень моральної шкоди, 10 203 гривні майнової шкоди та 15 900 гривень процесуальних витрат на залучення експерта для проведення психологічного дослідження. То есть привлекали еще и психолога. Интересно, кто на это подписался. Правда, у нас сейчас психологов как собак нерезанных.
Дальше все под копирку, как и у Жилы. Садно, моральное страдание. Не потому патрульного моральное страдание, что он расстрелял человека среди бела дня. Нет, страдания ему принесла Таня Потынка, когда пыталась предотвратить это убийство. В общем, судья все это слушал и решил, что по тому криминальному делу, где Татьяне шили посягательство на жизнь работника правоохранительных органов, оно развалилось, и там не доказано, что она нанесла патрульным вообще какие-то минимальные телесные повреждения. То есть до свидания синці, садна и крововыливы в різних ділянках тіла. Их просто не было. В связи с этим суд пришел к выводу, что исковые требования о возмещении морального и имущественного вреда не могут быть предметом судебного разбирательства в рамках этого уголовного производства. Слава богу, судья отбил Татьяну от посягательства полицейского произвола. В остальном, по-хорошему, Татьяну надо было бы оправдать, но наши суды до сих пор это не практикуют. По состоянию на 2024 год было вынесено решение по 78 991 обвиняемым, из них оправдано только 782 человека, это 0,99%. И судья Таус признал Татьяну виновной в нападении на патрульных, хотя это была по суті самозащита. У підсумку особа 3 визнана винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 342 Кримінального кодексу України, і призначили їй покарання у вигляді 3 років пробаційного нагляду. Тобто поклали на особу 3 такі обов'язки: періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну свого місця проживання, роботи або навчання і не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації. Все-таки это не ограничение свободы, пробацию назначают обычно тем, кто вышел из тюрьмы. Это такая больше воспитательная мера, чтобы предоставить человеку шанс исправиться и не совершать повторных правонарушений. Итак, что мы имеем в сухом остатке? А мы имеем, что Татьяна Потынка уже признана судом виновной, она размазана общественным мнением, потеряла своего гражданского мужа, ее горе никого не волнует, а особенно тех, кто принимал активное участие в ее травле. А патрульные совсем наоборот, они уверены в себе и своем будущем. Их криминальное проваджение неизвестно чем закончилось, может его уже даже и нет в ДБР, кто знает. Продажные журношлюхи и медиа, которые участвовали в травле Татьяны, закрыли рот. За что убили Джумбери Силагаву, осталось покрыто мраком.